Итак, ребята, всем привет, с вами снова я, Лиза Шубина. Начнем с того, что я уже устала перед школой, по-моему, голову только что буквально. Вот, сейчас я жду, пока подсохнет там мне немножко кремушек, и буду краситься. Заодно я расскажу, чем же я крашусь, что использую, ну и так далее. Для начала, естественно, подготавливаю кожу, то есть наношу какой-то крем, праймер. Вот, потом я беру консилер от Givenchy в C180 оттенок. Мне его подбирает консультантша, очень хорошая женщина. Его наношу я немного. То есть синяки, чтобы прикрыть какие-то недостатки, которые есть на лице. И в принципе все, потому что его много не надо. Да и зачем портить лицо, если там как бы более-менее все нормально. Андерсон не ест. И такой спонжик, который тоже каждый раз мочу перед макияжем. Самое, не знаю, как правильно читается, но я думаю, многие знают этот спонжик, такой популярный, который цвет меняет, сначала фиолетовый, потом, когда в воду окунаешь, становится розовый. Итак, когда мы с вами все хорошо рассушевали, берем пудру от MAC. Она такая вот не рассыпчатая, как сейчас у многих. Кисть у меня от фирмы Red. Очень хорошая, мне нравится, у них мама подарила, очень кайфовая. После пудры у меня румяна тоже Givenchy в 4-м оттенке, это более персиковый. Просушивала я это все тоже кисточка от Red, такая вот зелененькая. После этого идет хайлайтер от MAC. И кисточка, которую я уже не знаю сколько. Кисточка. Где моя кисточка для хайлайтера? Вот такая вот. Я не знаю, что за фирма, откуда я. Давно они у меня появились, в общем. Дальше я беру вот такой вот гель для бровей, тоже от Red. Вот, потому что такой вроде фиксируешь, нормальненький. Единственный минус, что если он засыхает не там, где надо, то есть там
какой-то кусочек попал выше брови или ниже, вы забыли это убрать, он засох, кто-то просто потом кусок вот этой пленочкой, знаете, типа тут прям ваша кожа, а тут там уже, ну, все, что было накрашено у вас, накрашено у вас. Такие вот брови у меня получились. Ну да, они не сестрички, а подружки, но бывает, ничего страшного. Не волнует. Дальше у меня идет такая вот тушь от Манифест, но у меня есть еще такая от Карл Лагерфельд. Честно, коллекция очень старая, вот эта вот туша. Но ей пока не пользуюсь, я только недавно нашла в закромах каких-то. Вот, поэтому пока что у меня Манифест. Это сейчас нужно попозже мне будет размочить. Ну, как там на днях, когда время будет. Вот, и тогда уже бомба-пушка нереально будет. Конечно, все недочеты, которые у меня сейчас вот тут над глазами, под глазами, все это сейчас подправлю ватной палочкой. Вот. Губы я оформляю. Забыла, как слово называется. Тинтом от Luxe Visage. У меня в 0,3 оттенке Deep Ruby. Вот. Наношу совсем немного. И начинаю что-то тушевать пальчиком. Если, конечно, не хватает, добавляю, также убираю, получается. И после этого я просто наношу сверху гигиеничку от Dolce Milk со вкусом клубнички. В принципе, несмотря на некоторые недочеты, которые я еще не убрала ватной палочкой, в принципе, нормально. Сейчас еще будем сушить голову. Вот, как раз кисем до конца покажу. Итак, я расчесала волосы, на лицо убрала все недочеты. Вот, и сейчас буду сушить вот таким вот феном расческой. Вроде фирма Гамма, я точно не могу сказать, потому что заказывала мою маму еще в Золотом Яблоке, может, месяц-два назад. Но мне очень он нравится. Во-первых, он хорошо чешет, не выделяйте мои волосы. Я не сам лысый, ура. А во-вторых, блин, да он сушит кайфово вообще. Так что пушка-бомба нереально. Нереально. Так у нас с вами получилось. Вот. Сейчас я пойду. Надену свои шикарные сережки. Сережки реально кайфовые у меня. Вот такие вот. Сердечко вообще глупенькое такое. Салберс за 600 рублей заказала. Блин, вообще офигенно. Мне они очень понравились. Вот. И подружки свои такие же подарила, только немножко в другом оттенке сердечко там. Но не столь важно. В общем, я сейчас пойду выбирать, что мне одеть сегодня, потому что у нас в школе безумно жарко, хоть отопление начинает отключать потихоньку.
Но, блин, у нас солнечная сторона практически вся у школы. И это просто, это ужас. Мы умираем от жары. Там буквально пару классов всего нормальных, где либо не топит вообще, либо, блин, ну, там офигенно. Там просто там открыл окно, там так классно, там вообще супер. Бомба-пушка. Вот такие вот. А позже покажу, что уже я все-таки выбрала. Также каждый день кинула духи. Я использую сегодня на свете парфюм. Моя одноклассница скажет, что я очень вкусно пахну, именно ими. Ну, конечно, только ими еще и маскина в особенности. Но сегодня у нас вот эти. Вот так вот я, собственно, выгляжу. Пойдемте же завтракать. И вот так вот у меня выгляжу. У меня вот такая вот кайфовая кофточка с бывшей Зары, Маак, как он так называется, сейчас я не очень помню. И джинсы Calvin Klein, ремешок мой самый обычный, что не вообще внимание, джинсы Calvin Klein, которые буквально с первого дня прилетели мне наконец-то. Ура, победа. Итак, ребят, я уже пришла домой, у меня все шикарно прошло, у нас было занятие в музее, приехала моя подружка, мы еще немного прогулялись, все прошло супер-пупер. Вот, а на этом, в принципе, у меня все, так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик и не забывайте подписываться на другие мои соцсети: Бусти, Телеграм, Инстаграм. Буду вас везде ждать. Всех люблю и всем пока.